Вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Уважаемые украинцы, украинки, только сейчас, за несколько дней, я провел уже почти 20 разговоров с нашими партнерами. Все они как один говорят: мы в восторге от того, как в условиях существующего давления держится Украина, как Украина борется в поисках мира для своих людей, а на самом деле для всех в Европе, как минимум для Европы. Сегодня я уже говорил с президентом Финляндии. Алекс проинформировал, что звучало от России формально и неформально, и об условиях, которые выдвигает Россия. Сейчас же мы готовимся к встрече с американской стороной, о шагах, которые нужны для того, чтобы мир действительно был, и чтобы это был достойный мир. И когда все внимание сосредоточено на дипломатии, на защите в войне, нужна внутренняя сила. Внутренняя сила — это основа нашего внешнего единства и наших отношений с миром. И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то иное, кроме защиты Украины. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция на переговорном треке всегда представлялась им именно так, как и должна. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций относительно нового руководителя Офиса. Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию. Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будет сосредоточено 100% нашей силы. Каждый сейчас должен действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной. Второе. Кабинет министров Украины. Я рассчитываю, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное — принять бюджет 2026 года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям. Я ожидаю также кандидатуры на министров энергетики и юстиции. Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы. Соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимы, и этой войны? Третье. Я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы, будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро. И, конечно, армия. Наши воины — герои. Наши воины уничтожают врага. И именно это основа нашей способности строить дипломатию. Есть проблемы, которые давно стоит решить. Главком Генштаб Павел Полиса уже этим занимаются, и на следующей неделе готовят соответствующую ставку. Прежде всего, чтобы было справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть, и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет. Спасибо всем, кто с Украиной. Спасибо каждому, кто и сейчас, и всегда защищает Украину. Я благодарю всех, кто обеспечивает, чтобы давление было на Россию, на причину этой войны, а не на наше государство и людей, не на украинцев. Украинцы должны победить. Это самое важное. Россия очень хочет, чтобы Украина совершала ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Наша работа продолжается. Наша борьба продолжается. Мы не имеем права не дожать. Мы не имеем права отступить или рассориться. Потеряем единство, рискуем потерять все. Себя, Украину, свое будущее.
Мы должны собраться. Мы должны держаться. У нас нет другого выбора. У нас не будет другой Украины. Защищаем Украину. Слава Украине! Утро в правительственном квартале Киева началось с того, что спецавтомобили НАБУ и САП подъехали к дому главы офиса президента Андрея Ермака. За несколько минут до этого в силовых структурах уже ходили слухи о крупном эпизоде в энергетическом секторе, связанном с делом о хищениях в Энергоатоме. Но когда стало известно, что следственные действия проходят именно в отношении ключевой фигуры команды Зеленского, политический ландшафт страны, и не только страны, буквально содрогнулся. Ермак быстро подтвердил, обыск действительно проходит, он предоставил полный доступ и сотрудничает. Но это заявление лишь подлило масло в огонь, потому что вокруг имени Ермака уже несколько месяцев растет напряжение. По данным следствия, эпизод, который заинтересовал НАБУ, касается многомиллионных махинаций в энергетике. В парламенте уже давно звучали требования проверить влияние Ермака на распределение потоков и кадровые назначения. Ряд депутатов, в том числе лояльных к власти, открыто намекали – вопрос об ответственности неизбежен. Для президента Зеленского, чья кадровая политика нередко вызывает критику, эта ситуация стала испытанием. Официально никаких заявлений не было, но источники в ОП на условиях анонимности говорили еще утром. Это самая серьезная проверка за все время войны. Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Виткофом и Кушнером в США, пишет портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. Источник в Киеве назвал отставку Ермака политическим землетрясением, которое произошло за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования. Украинские официальные лица заявили Axios, что цель несостоявшихся переговоров была в том, чтобы завершить достижение взаимопонимания между США и Украиной до того, как Виткоф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным. Партнеры с высокой вероятностью будут говорить Зеленскому, что это существенно усложняет переговорный процесс. Я не знаю, как американцы будут себя вести, потому что пока речь идет о переговорах с американцами, но они тоже могут использовать эту ситуацию как инструмент давления на Украину. С точки зрения статуса, это может быть, учитывая, что со стороны США главой делегации является Марко Рубио, госсекретарь США. С нашей стороны это может быть министр иностранных дел. Это было бы оптимальным, чисто статусным решением. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опубликовал пост в поддержку Владимира Зеленского после его решения уволить главу офиса президента. Мы, как команда президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь крепкие позиции извне. А вот как отреагировала украинская оппозиция, это заявление члена фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Ну что, друзья, эра Ермака завершена. Зеленскому пришлось слить ближайшего помощника и несущую конструкцию. Но на самом деле Зеленский здесь сделал редкий случай. Редкий случай. Сделал, в принципе, правильно, единственный возможный вариант. Потому что нельзя утопить всю страну из-за вот этой пацанской любви друг к другу. Поэтому нужно было это прекращать. Так что этот вопрос мы, друзья, с вами добили, но движемся дальше. Карфаген должен быть разрушен. Тем временем в Киеве обсуждают, кто возглавит офис президента после внезапной отставки Андрея Ермака. Внештатный советник Ермака Тимофей Милованов предположил, что кресло может занять премьер-министр Юлия Свириденко. Он назвал такой вариант идеальным решением и выходом из кризиса, хотя сама Свириденко считается человеком Ермака. Но ее возможная отставка автоматически повлекла бы увольнение всего правительства, сделав министров исполняющими обязанности, а исполняющим обязанности премьера нынешнего вице-премьера Михаила Федорова, с которым у Ермака давний конфликт. Ряд политиков, включая нардепа Алексея Гончаренко, утверждают, что Свириденко останется на посту премьера, а главным кандидатом на должность главы офиса президента становится именно Федоров. В любом случае, отставка Андрея Ермака усиливает политическую напряженность в Украине и ослабляет управляемость во время войны.
Под вопросом оказывается принятие бюджета, оборонные закупки и стабильность войск. Ситуация снижает шансы Владимира Зеленского на переизбрание и делает его более восприимчивым к давлению США по спорным пунктам мирного соглашения. Западные партнеры Украины уже комментируют отставку главы офиса Зеленского. Вот что написал по этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск. Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос на переговорах по плану Уиткофа и политический кризис в Киеве. Катастрофическое сочетание. Тем временем украинское издание «Цензор.нет» сообщает, что, по его сведениям, после проведенных сегодня обысков антикоррупционные органы готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении главе Офиса президента Андрею Ермаку. А вот что думают о происходящем киевляне. Опрос на улицах украинской столицы провело агентство Reuters. Я взволнован постоянными изменениями в руководящей верхушке нашей страны, тем более в такие непростые времена. Если это приведет к каким-то глобальным изменениям и оптимизирует процесс управления нашим государством в кризисных ситуациях, то это, конечно, неплохо. Печально, что это совпадает со всеми этими коррупционными скандалами. Я удивлена. Мы не ожидали, что это случится. Я думаю, что Ермак, один из людей, которые были при власти, ушел из власти или его ушли из власти. Но мы же остаемся здесь. Все мы выбирали президента народа. Он остается на своем месте. На сегодняшний день он выполняет свои функции. По текущему состоянию дел он на месте. Все нормально. Я радуюсь, что наконец это произошло. И у нас, возможно, будут какие-то положительные кадровые изменения, потому что это назревало давно. Он очень крепко держался за свое кресло, и, наконец, он понял, что ждать больше нечего. Это замечательная новость. Я думаю, что это положительный фактор для нормального развития нашего общества. Как думаете, положительно или отрицательно повлияет на будущие переговоры? Думаю, положительно должно быть.